Друзья, привет! Наше утро начинается в Ивано-Франковске, и это первый день нашего путешествия в Карпаты. Сейчас заедем, выпьем чашечку кофе и едем на Ясеня. Кстати, маршрут нашего путешествия я построил в Комуте, разбил на 5 дней, и все это синхронизировал с новеньким Вахуром, который нас и поведет заодно, и будет тест ему хороший в реальных условиях. А там вдалеке уже и горы видно. Осталось каких-то километров 70, и мы в Карпатах. Дорога, кстати, неплохая. Единственное, что она немного узковата и трафик какой-то плотноватый местами. В целом ехать приятно. Градиент наверх там от 0 до 1-2% пока что. Ну а дальше там на перевал надо будет, конечно, заехать. Мы проехали с Настей уже треть пути, то есть это 30 с копейками километров. До горишек еще немножко осталось. Тут Настя увидела красивое маковое поле, а я понял, что мне нужно подсмазать цепь, потому что она что-то свистит сильно. У нас только что был наш первый обхильчик с 5% подъемом. Ну, уже усталость сказывается, что проехали уже 30 километров. На самой горочке тяжело. Но я полна оптимизма проехать эту сотку. Знаю, как я буду на перевал подниматься, на самый большой, на Яблунецкий. Но я настроена выжить. Так как это у Насти первый выезд на груженном велосипеде, то, конечно, рассчитывать свои силы ей сложнее, чем на пустом байке, к которому она привыкла. Но я все равно уверен, что мы сегодня доедем до пункта назначения без особых приключений и сможем забраться на самую крутую горку. Ну а с опытом Настя будет все легче и легче преодолевать такие расстояния и, соответственно, сможем чаще и дальше ездить вместе. Ну а впереди нас ждет уже второй подъем, этот уже посерьезнее, в 2 этапа, тоже где-то по 5%. Я Настю проинструктировал, как пользоваться передней пониженной звездой, так что сейчас будем карабкаться. После первого мини-перевала нас ждал заслуженный спуск. Это был первый Настин спуск на таких скоростях и с таким уклоном. Было реально страшно, я чуть-чуть притормаживала, потому что скорость была вообще нереальная. У меня по спидометру было 55, Настя ехала чуть меньше. Так бы всю дорогу ехать. Разогналась я.
Второй рубеж пройден, мы въехали в Яремче. Сейчас нужно найти какую-то колыбу, смачно перекусить, отдохнуть перед подъемом на Яблонецкий перевал и пробовать его взять. Я не знаю, насколько у меня это будет получаться на трансмиссии 1/11 с расчетом 32-42. На ЕЦРе, конечно, с расчетом 24-40 было бы легче, но, надеюсь, и на этом выеду. У Насти сейчас в этом плане расчет получше и по низам запас больше, так что посмотрим по силам, потому что мы уже полтос проехали, а впереди самое сложное еще полтос. Вот так погода в горах резко меняется. Только что палило жестко солнце, и сейчас, походу, накроет туча. Надеюсь, нас не намочит, и мы успеем эти 30 километров без дождя проехать. Но, конечно, под тучей едется поприятнее. Добрались до Яблуницы, сейчас подъезжаем к перевалу, посмотрим, что там будет наверху. Возможно, нас будет встречать КПП с проверкой температуры, потому что Закарпатская область вроде бы как на карантине. Но что-то мне подсказывает, что если велосипедист заехал на Яблуницкий перевал, то, собственно, температуры у него, скорее всего, нет. Потому что человек с температурой туда хрен заедет. Мы наконец-то добрались до Ясеней, поселились в офигенном гестхаусе. Короче, проехали мы за сегодня 105, по-моему, километров.
с общим набором высоты больше 1000 метров, там 1050, по-моему, что-то около того. Переехали через Яблуницкий перевал, там такие нормальные подъемчики были. Настя все их одолела. А после этого был нереально крутой спуск, на котором мы оба замерзли, как чукчи какие-то. В общем, было круто, но завтра будет еще круче. Если мы выживем. Да, потому что завтра подъем на Драгобрат. Все, мы идем отдыхать. Вечером у нас сауна. Да. Так что до завтра. Пока.